Собираюсь идти на рынок. Если ты просишь, чтобы тебе положили 450 грамм, а можно я добавлю вам до килограмма, знаете? А вот купите мне вот этот бананчик, а купите мне вот эту вот изюминку. В этом плане они мне нравятся немножко больше. Экзамен у меня начинается в январе. У меня сразу будет 2 экзамена в один день. Экзамен практический, он совершенно не похож на то, как происходит все на работе. Есть такое ощущение во рту, зубами, что они шатаются, и это нормально. Блин, Оля, купила маринованные огурцы и будешь заедать это все пончиком. Поэтому, ребята, выгоднее деньги хранить в мужском кошельке. Собираюсь идти на рынок, и помните, я купила новую сумку, и вот она, собственно говоря. И эта сумка, она просто со мной везде. Она такая, действительно, она огромная просто. Туда вмещается вот просто все что угодно. Часто такое бывает, что я там после работы захожу в магазин, еще туда скидываю, плюс у меня еще там будет моя форма рабочая. И поэтому я сейчас тоже решила, что пойду я на рынок вместе с ней, то, что туда все напихаю. Я рассчитываю купить овощи, может, какое-нибудь мясо вкусного. Оставайтесь со мной. Вот так-то. Пойдем вместе. Но пойдем вместе или не вместе. Посмотрим, буду я там снимать или нет. Обычно, когда много людей, все-таки некомфортно, что люди могут попасть в видео, поэтому, думаю, это не очень. Но если что-то будет интересно, обязательно поснимаю. Либо я уже приду домой и все покажу, поснимаю. Так что ходите на рынок в Польше, тут реально приятные цены. Тут сами фермеры, они у себя выращивают, они продают. То есть это очень классно. Ну, также и в Беларуси, в принципе, происходит. Но тут это очень развито, этих фермеров тут очень много. И самое крутое, почему я вот в Беларусь не особо любила ходить на рынке, а тут вот люблю, что тут никто ничего не навязывает. Вот о чем я говорю. Если ты просишь, чтобы тебе положили 450 грамм, они положат тебе 450 грамм и не будут говорить, а можно я добавлю вам до килограмма, знаете? Тут такого нету. И никто не говорит, а вот купите мне вот этот бананчик, а купите мне вот эту вот изюминку. Не пристают, и я очень комфортно хожу, сама по себе смотрю, выбираю. В этом плане они мне нравятся немножко больше. Ну и в Беларуси, конечно, тоже хорошие овощные рынки, но их не так много, мне кажется, как здесь. Хотя я уже так давно, я только Комаровку знаю, может еще какие-то есть. Пока иду на рынок, решила поболтать с вами. Смотрите, какая хорошая погода. Я просто иду и думаю об этом. Блин, ну вот просто погода такая располагающая, чтобы вот сейчас сходить на рынок, закупиться какими-нибудь вкусными овощами. Кстати, мне очень интересно цены, потому что мы уже что-то давно, как-то месяц, наверное, не ходили. Сколько я помню, огурцы тогда, месяц назад, стоили 6-7 злотых. Помидоры что-то вообще в районе там 3-4 злотых. Вообще было классно. У меня уже учебы осталось 2,5 месяца, представляете? Все, и экзамены. Экзамен у меня начинается в январе 13-го. То есть я в январе 13 января уже буду сдавать. У меня сразу будет 2 экзамена в один день. Ну да, я немножко переживаю. Это, конечно же, любой человек бы переживал. Ну, посмотрим. Сдам, не сдам, так не сдам. Просто экзамен практический, он совершенно не похож на то, как происходит все на работе. Но нас подготавливают. Там очень много таких, знаете, нюансов, на которые нужно обращать внимание. Кучу раз мыть руки, кучу раз менять перчатки, кучу раз надевать другие перчатки. Вообще, это такие, знаете, большие, которые вот там типа унитаза чистят. Хорошо, я привела пример. Ну, такие резиновые, огромные. То есть выглядит все совершенно иначе, как это выглядит на самой работе, когда ты работаешь. И такие нюансы, о которых ты даже не подозревал. Как нужно сделать правильно. На работе ты делаешь немного по-другому, но тоже правильно, понятно. Но ну, не все делается по таким ГОСТам, да? Поэтому на экзамене учат именно так, чтобы было вот все, вот чтобы вот комар носу не подточил. Это вот, знаете, как, не знаю, на права, когда сдаешь, ты, естественно, учишь все правила, там, не знаю, 1-2 ошибки, все, ты как бы экзамен не сдал. А на практике, когда ты уже водишь,
на дороге. Понятно, что там не все соблюдают правила, он не все даже поворотники включают, понимаете? А я уверена, что если на экзамене ты не включил поворотник, то ты уже, скорее всего, не сдал. Вот, и как бы наш практический экзамен примерно выглядит так же. Ну, в общем-то, я немного переживаю, но надеюсь, что сдам, потому что нас подготавливают к экзаменам. Даже есть, оказывается, видео на ютубе, как это будет все выглядеть. Можете поискать. Это вообще как бы не секрет, оказывается. Нам наш учитель скинул, я смотрела, вообще класс. Я уже с брекетами, как неделя и один день. Тоже, ну, как бы уже привыкла, уже когда, знаете, боли нет, уже привыкаешь. Но, например, я посмотрела, что нельзя пить очень горячее, есть очень горячее, холодное очень тоже нельзя, то есть мороженое можно забыть. И нельзя в привычном варианте есть орехи, яблоки. Можно только яблоки, например, вот так вот грызть. Нельзя, можно только резать на маленькие кусочки. Ну, также орехи, я думаю, можно порезать на маленькие какие-то кусочки. Ну, кто будет орехи резать на маленькие кусочки? Ну, типа, ломать их как-то. Иду, у меня уже рука заболела. Ладно, ребят, встретимся на рынке. Пока вот такие новости. Вот такая погода. Кстати, это наш парк. Ой, мы уже его кучу раз показывали. Так он выглядит возле дома нашего. Мы, кстати, не часто сюда ходим с Чупи. Просто у Чупи еще такой период, ребят, что он нюхает все. Вот он просто ходит, уже период, что он все жрет, прошел. И теперь период, что он нюхает все. И это такие долгие прогулки. Вот просто на 2 метра отошел, а уже прошло 10 минут, без преувеличения. Вот все вот нюхает, все смотрит. У него какой-то период любопытства какого-то, не знаю. Ну, еще ребенок. Еще ребенок. Вот, и, кстати, он уже научился меня отпускать. Вот если я ухожу, он раньше очень прыгал, очень нервничал, переживал. А сейчас спокойно, знаете, лежит там у себя, занимается своими делами, видит, что я одеваюсь и ухожу, окей. Но когда Саша одевается и уходит, он еще не привык. Но просто я ухожу намного чаще, а Саша, он все-таки всегда дома, работает на удаленке. Огромнейший минус в брекетах, ребятки, это то, что их очень долго чистить. Это вообще, это занимает, без привлечения, минут 25. И это только у меня наверху есть брекеты. А бывает и 30 минут. А если у меня еще будут внизу стоять брекеты, я просто не представляю, сколько это будет занимать. Это еще плюс 25 минут, наверное, а то и 30. Ой, это вообще, за ними уходит, конечно, очень сильно в эти замочки. Попадает еда постоянно, любая, кроме воды. Даже йогурт с кусочками, когда ешь, какими-нибудь, ну, там, фрукты, или какой-нибудь мак, или еще что-нибудь, короче, вы поняли, семечки. Вот, они все это попадают. Это такая массакра. Но советую я или нет брекеты, пока не знаю, как я могу, да, сказать. Но могу сразу сказать, что сложно привыкать очень первое время, особенно первые дни. Но через неделю становится уже намного легче. Есть такое ощущение во рту с зубами, что они шатаются, и это нормально. То есть понятно, что не так шатаются, что они выпадут. Только вот распирание какое-то, зубы такие шатаются немножко. Больше распирание, я не знаю, как это объяснить. Ну, кто носил брекеты, наверное, понимает, блин, тут очень солнечно. Сама сложность заключается именно в этих ощущениях. Такие, сказать, что это приятно, нет, потому что когда что-то грызешь, зуб как-то или откусываешь, даже не грызешь, а у меня вот передние зубы я очень чувствую, а когда начинаешь кусать что-либо, как ощущение, что зубы разъезжаются. Как-то странно, но мне сказали, что это нормально. У меня на работе мне сказали, что это нормально. Много кто носит и носил брекеты. И сказали, что это все пройдет. Поэтому ждем. По пути на рынок такой дом. И смотрите, в доме такой памятник. Или что это? Ну, такая скульптура. Мы с Сашей как-то заметили. Ну, совсем недавно тоже решила вам показать. Вообще прикольный дом. Такие башенки классные. Там, наверное, живут люди. Ну, видно, что там шторы есть, цветы. Но я не знаю, честно говоря, в честь кого это. Ну, наверное, какой-то польский, может, воин. У него там или шпига, или... А, никакой воин, скорее всего, пастух какой-то.
Ой, капец, позор, я не знаю. Ребят, ну вы поняли. Но вообще, сама идея прикольная. И вот тут тоже такая одна высотка. Дом. Ну, такое, знаете, в европейском стиле. Как всегда, вот такие небольшие дома. Небольшие, в смысле, этажей немного. А я иду в ту сторону. Вот я тут стою, снимаю, мне вот туда. Прям почти дошла. Ну вот, собственно говоря, я дошла. Такое солнце, что, скорее всего, вам не видно. Вот начало рынка. И туда, вот где там машины далеко-далеко стоят, вот такой огромный рынок. Там еще такие павильоны большие. Вот сейчас мне надо вот в этот павильон зайти, вот тут за веткой. Я сейчас сюда зайду, куплю мясо. Я люблю лососевое, такое вкусное. Я раз уже могу немножко есть, грызть, поэтому уже могу себе позволить, так говорить. И вот там второй павильон, и он уже более такой новый, и там получше внутри, чем тут. Но мое мясо продается в этом павильоне первом, который так себе выглядит внутри. В этих павильонах продается одежда, цветы, ну, очки какие-то. Ну, одежда, да, в основном такая, как на рынках. Раньше в палатках были, а сейчас такие вот павильончики. Ну вот, типа всякая вот такая обувь. На чулочки кому нужно. Шубки, ребятки, все как надо. Я захожу. Фух, ребятки, тащусь. Блин, опять снимаю и солнце. И получается, меня опять не видно. Я, короче, там прошлась на рынке где-то. Меня не видно. Окей. Другой кадр найдем. Ребята, тащусь обратно. Я чуть-чуть застряла. Обошла там практически все. Везде всунула свой любопытный нос. Знаете, что мне нравится? Что очень много продается всяких малосольных, и не только малосольных, и квашеных овощей. И капуста, пожалуйста, и морковка, и капусты много видов, огурцов много видов. Я, кстати, взяла, потому что я давно хотела взять какие-нибудь маринованные огурчики. И давно уже очень хочу сама сделать маринованную капусточку. Ребят, это так вкусно. Думаю, что в детстве кто там часто был у бабулек или мамы, если делали, то знаешь, это очень вкусно. Я тоже не удержалась, решила взять. Так, ладно, сяду, покажу вам, сумку набрала. Еще, знаете, зашла в этот пекарню. Ой, ребята, еле ноги оттуда унесла. Там так... Сказать, что там настолько все аппетитно, это ничего не сказать. Я реально ничего не купила, я не знаю даже. Я себе запретила как-то покупать сладости. Вот сегодня именно. Не знаю, я подумала, блин, Оля, купила маринованные огурцы, будешь заедать это все пончиком. Короче, решила этого не делать. Мне очень сложно. Я сейчас иду и думаю, зачем я ушла? Живу один раз. Захотела пончиков, купила. Я уже жалею, конечно, но может, ну и хорошо, что я так сделала. Просто огромнейшая, ребята, сумка, тяжеленная. Еле ее поднимаю. Тяжеленная сумка. Я же вам говорила, в эту сумку вмещается все. Это купила. Ну, короче, все, что купила, покажу уже дома. Знаете, я сейчас иду и думаю, вспоминаю время, когда мама, знаете, приходила с работы и из сумки вытаскивала там. Кажется, сумка такая небольшая, она из сумки там вытаскивала, значит, муку, хлеб, сахар. Вот у женщин, у них сумка — это потемки. Столько всего там может храниться, помимо денег. Сначала денег, потом полное отсутствие денег, когда зашел в магазин. Вот как-то не знаю, если сравнивать меня и Сашу, то Саша четко может зайти за этими продуктами и четко их купить, вот по списку. Я захожу, я реально могу забыть что-то из списка, но взять что-то такое прикольное, интересное, что там интересно попробовать или что мы любим. Ну, короче, не суть. Ну, вы поняли, да? У меня вот по списку такое не бывает. Я все время вот куда-нибудь да сверну на какой-нибудь плохой путь. Поэтому, ребята, выгоднее деньги хранить в мужском кошельке.
Ой, я не могу, реально. Ну, я не знаю, вот мне почему-то кажется, что все девушки такие, то есть мы более такие любопытные. Хотя, может, есть и наоборот. Не, ну, наверняка есть. Чего я тоже говорю? Наверняка есть. Все, встретимся дома. Уже практически пришла. Слушай, тяжело как-то вот это потащить сумку одной. Это еще, знаете, я себя останавливала, потому что я думаю, это мне еще, блин, переть до дома без Саши. Я, конечно, люблю всякое такое покупать, но чтобы и Саша половину тащил. Ребята, еще самое важное, тема малосольных огурцов, вот этой капусты. Я же забыла рассказать, я первый раз такое видела. То есть продавался очень-очень огромные мешки не квашеной капусты, а подготовление для квашеной капусты. То есть просто сырая капуста нарезана тонко-тонко-тонко. И то есть ты сам уже можешь купить, не резать. Просто там, что там надо добавить, я не знаю. И все. Это же вообще гениально. Я, правда, не знаю, сколько стоит. Но все, я пришла домой, еще все покажу. Так, ребятки, ну и мой улов. Значит, на огурцы. Видите, они вот такие некрасивые, но не очень такие крепенькие, хорошенькие. Просто не стандарт. Они стоят также 7 злотых, а красивые уже стоят 14. Я подумала, мне некрасивые могут быть. Потом малосольные огурчики, ребята, они так пахнут, просто... Я умираю, хочу облиться этим рассолом, настолько мне нравится. Потом 8 злотых за помидоры. Они немного подорожали, но уже, понятно, не сезон, на 2-3 злотых. Потом вот такое мяско мы всегда берем, лососёвое, оно очень вкусное. И вот я еще решила такую шинку взять на утро попробовать. Она такая мягкая, называется Аня. Кстати, не очень дорогая, мягкая, вкусная. Ну и такой улов. Давайте вместе с вами попробуем эту мечту в брекетах. Это топ. Блин, кусать я буду долго жевать. Это лучшее, что я сегодня купила. Вот это, вот, знаете, мало соли, поэтому малосольное, сладковатое, слегка маринованное. О, это же просто... Это мой теперь must-have на рынке. Я теперь всегда это буду брать. Я почему-то раньше не решалась. Не знаю почему. Я думаю, вдруг невкусно стоять так. А там что, такие очереди? Стоять в очередь эту минуту 6. Но вдруг невкусно ради этого стоять. А сегодня думаю, постою. И не зря, ребятки. Не зря. Я буду есть их.